привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на нашем канале «Мы в Испании». Ну, мы, соответственно, из Испании. Для вас Татьяна, Алексей, канал полон новостей. Ну, а сегодня мы будем просто разговаривать об актуальной теме для тех, кто переезжает сюда, в Испанию. Ну, либо кто путешествует по Испании. Дорогие друзья, и не забывайте, у нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании под видео, а также телеграм-чат для того, чтобы задавать друг другу вопросы, делиться полезной информацией. Без политики, без религии, без национальных вопросов. А также у нас есть инстаграм, где мы выкладываем наши тоже небольшие разные зарисовки, видео и полезную информацию. Также у нас есть второй канал ГС Электро, где мы выкладываем все о солнечных плантациях, панелях, майнинге, может быть, и так далее. Также переходите в наш третий канал Food Travel, там есть интересные рецепты, которыми делятся с нами, в том числе и местные жители. Вы знаете, вот мне прогулка по сегодняшней на природе мне навеяла такую тему, что я вот недавно очень много слышала таких от вновь переезжающих людей, вещи, что в Испании не нравится, то, что вот у них все время маньяна, они все время на расслабоне, как говорится, то есть расслабленные, они все время обещают, что вот все будет хорошо, да не переживай, не волнуйся, все мы успеем, вовремя сделаем там что-то. И мы сами с этим тоже сталкивались часто. Вот по работе сын звонит, ему все обещают: Дмитрий, не волнуйся, все хорошо, мы все успеем. Но постоянно приходится их подгонять немножко, что давайте уже сделаем вот это вот. Ну, кто-то спрашивает, как вы здесь живете вот все время с этим? Банк там до 2 часов, везде надо успеть. Все обещания перекладываются там на неделю. Мы же приезжаем, мы же все привыкли к тому, что все должно быть быстро, четко, ясно. Особенно люди из Германии, у них все пунктуально. Для них это вообще шок, если что-то не успевается. Но на самом деле, смотрите, все очень просто. Это их менталитет, это их образ жизни, это так исторически сложилось. Обязательно должна быть сиеста, обязательно фиеста. То есть все очень просто. И это нужно просто принимать, наверное. Мы за годы жизни здесь просто привыкли. Мне даже это нравится, что люди просто берегут свое ментальное состояние. Они очень много внимания уделяют своей семье, детям, родителям. Действительно умеют отдыхать, умеют оградить себя от каких-то переживаний. А мы же часто вот зациклены на рабочем процессе, чтобы все успеть. И очень много нервничаем из-за этого, ругаемся. Кстати, сейчас расскажу, как проходят переговоры, например, на строительном объекте. Я присутствовала несколько раз и обращала внимание, и очень такая тонкость, которую вот я тоже сейчас хочу рассказать. Но что можно еще сказать? Да, действительно, мы тоже сталкивались. То есть первый год меня это очень, тоже как бы так удивляло. Как так можно вечером не попасть в банк? Или везде надо вот успевать по часам. Что-то тебе обещают и не выполняют. Почтальон, вот он говорит, я сейчас приеду, выходи. Выхожу, 20 минут жду, 30 минут жду, является. И меня вначале тоже удивляло, что, не извините, не я задержался, не что-то такое, а просто вот передает какую-то свою там посылку, которую я должна получить. Спасибо, пожалуйста, и уезжает. Но как-то вот мы привыкли к этому, и мы понимаем, что они берегут свое время, они берегут свои нервы, они избегают конфликтов, они не хотят какие-то разборки, какую-то ругань на работе. Некоторые говорят, это безалаберность, безответственность, вот просто они как прячутся от всего, но на самом деле все это не так, просто исторически сложилось, а мы, приезжая в другую страну, мы пытаемся вот что-то переделать всех под свой лад. Первое, нужно понять, что нас сюда никто не звал, мы приперлись сами. Поэтому второе, переделывать другую страну, это, нет смысла, нет пользы от этого, нет, это все деструктивно. То есть люди так жили исторически, у них сложилось десятилетиями, столетиями, я не знаю, вот такой образ жизни. Третье, просто нужно это принять и стараться просто подстроить себя под это. Четвертое, понять выгоду этого. То есть реально это спокойствие для здоровья, это спокойствие для нервной системы. Вот в выходные дни они, например, гуляют, бегают в горах, проводят время с семьей, выкидывают все из головы, какие-то проблемы в работе. То есть они стараются уходить с работы, не вешая на себя груз проблем. Мы же тащим за собой все проблемы. Мы привыкли там как-то разбираться, ругаться, скандалить, требовать. Это большой минус. Вот если это все принять, то будет все великолепно.
я присутствовала пару раз на планерке, на строительной плантации, на плантации солнечных панелей, да, на солнечной плантации. Кстати, если у кого будут вопросы или желание инвестировать в эту сферу, вы знаете, что все ссылочки в описании под видео, в первом закрепленном сообщении, так что обращайтесь. Но обращайтесь тем, кому действительно это интересно, а не те, кто хочет научиться на наших вопросах-ответах. Потому что консультации у нас платные, поэтому не забывайте об этом, дорогие друзья. Берегите свое и наше время. Это вот чисто по-испански хочу вам сказать. Мы тоже бережем свое время. Присутствовала я на планерки на солнечной плантации, на строительстве солнечной плантации. И меня, вы знаете, что поразило? Что вот я уже говорила, что Алексей более 20 лет работал на стройке в Санкт-Петербурге, в холдинге. И я просто знаю от него, ну и так вот со стороны, не находясь на площадке, наблюдала, как бурно проходят планерки, какие-то там собрания на этих стройках с криками, нецензурной бранью и прочее, прочее. То есть с требованием, там, с какими-то угрозами увольнения, то есть, ну, все приходят, у кого-то, я знаю, вот Алексей рассказал, повышалось давление, были гипертонические кризы, инсульт, и вызывали скорую прямо на рабочее место, в офис. К чему это? Вот я не понимаю, такие энергетические всплески, когда можно все решить, наверное, в более такой доброжелательной атмосфере. И вот недавно я присутствовала при этом, как проходила здесь такая планерка. То есть все собрались, компании, которые друг друга не знали, у них были тайминг выполнения работ, они, значит, обсуждали, кто когда что сдаст, какие-то были там свои задержки или что-то. То есть все это в очень позитивной форме обсуждалось. Между собой выяснялись причины, там, ну, почему происходила какая-то задержка там, да, по работе, когда они смогут это выполнить и так далее. Я была удивлена, что люди с улыбкой, во-первых, друг друга приветствовали, с таким же позитивом они друг с другом знакомились и общались, разные компании, да, организовывал эту конференцию Алексей, можно я это скажу, да, Алексей организовывал вот эту планерку, с Дмитрием. Дмитрий дистанционно регулировал эти вопросы. Вот. И это происходило, ну, для меня это был нонсенс, когда я первый раз присутствовала. Абсолютное отличие от того, что было вот в строительной компании в Санкт-Петербурге. То есть ни крика, ни каких-то угроз, что мы с вами там не будем больше работать, оскорблений, нецензурной брани и так далее. То есть это все отсутствовало, улыбка. После этого, значит, когда они все обсудили, приняли, решили все вот как и что, когда будет что сдано, в какое время, договорились, все, прошла вот эта планерка, и люди отправились просто пообедать. То есть у них вот четко обед, это четко, это святое. Причем говорят, что если с 2 до 4 в обеденное время, в сиесту вы звоните, что-то по работе, просите у местных людей, то есть у испанцев, ну, это считается, что это неприлично, потому что все-таки люди должны в это время вкушать пищу, отдыхать и как-то... Но, тем не менее, многие вопросы они решают именно за чашкой кофе или за обедом. Вот когда передвинулись пообедать, уже там окончательно были расставлены все точки какие-то, что да, мы действуем так-то и так-то, все. То есть, причем у них нет такого, что обедают, например, только одни боссы отдельно, а работяги, скажем так, где-то там в кусточках жуют бутерброды свои, да, с термосом, значит, запивая из термоса чаем. Нет, они вот все вместе зашли там, в какую-то приличную, так сказать, кафе, поели паэлью там, как положено, все за одним столом. То есть нет такого вот иерархии какой-то с понтами непонятной, да. Вот это меня очень поразило. Вот это то, что, наверное, и говорит суть людей, которые любят себя, любят свое как бы спокойствие, свое ментальное состояние. То есть зачем вот доводить себя на этих планерках до гипертонического криза? Я тоже не понимаю, когда можно все это было в культурной форме решать даже на стройках вот в Санкт-Петербурге. Я это никогда понять не могла. Не знаю, вот согласитесь со мной или нет, но я считаю, что пишите под видео, как вы думаете, насколько вас это вообще раздражает или успокаивает. Вот нас лично успокаивает. Я лично это приняла уже давно, и мне это нравится, я живу этим, я отдыхаю в этом. Я считаю, что не надо оскорблять друг друга и доводить до истерик. Все можно решить спокойно, с уважением. И главное, соблюдать все договоренности. Договоренности по оплате, договоренности по выполнению работ. У них, конечно, все. Вот Дмитрий звонит, ему говорят: Дмитрий, успокойся, все хорошо, мы все успеем. Да, их надо дергать, напоминать периодически. Но, друзья, в вежливой форме. Не надо
не надо их лишать обеда, не надо на них кричать, не надо их как-то оскорблять, не надо за глаза говорить, что они какие-то глупые или такие. Эта страна существует уже много лет. Они здесь живут, это их страна. Да, они как-то развивались как-то без вас, пока вы сюда не явились. Мы все сюда не приперлись. Вот. Тем более, в основном, 99%, наверное, они не звали сюда. Мы сами приехали, и мы сами должны, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Мы должны это принять, мы должны это понять с исторической точки зрения, с точки зрения людей, любви к себе и к тому, что они не хотят вешать на себя вот этот стресс, болеть, лечиться и испытывать какие-то негативные эмоции и вешать это все на себя. У меня есть соседка, мы с ней подружились, она живет в Бильбао, я уже про это говорила, и мы с ней переписываемся по WhatsApp. Она мне говорит, что вот у них, я просто еще пример хотела один привести, у них между собой сложилось так, что они друг другу, подружки и коллеги, пересылают мотивационные картинки. Вы скажете, это примитивно, а я вам скажу, что это очень эмоционально заряжает и поддерживает друг друга, то есть они всегда желают, и она мне теперь желает, то есть мы с ней обмениваемся «доброе утро» или «хороших выходных», «спокойной ночи», присылает какие-то картинки-мотиваторы, в которых там какие-то... Во-первых, я учу испанский язык, поэтому. Во-вторых, я изучаю их традиции. Я смотрю, какие фразы вот правильно составлены носителем, да, как составлять, что. И она мне показывает свою культуру немножко. Ну, конечно, меня это мотивирует. Конечно, мне приятно, это заряжает. Я вам скажу, что это просто действительно приятно. Вот в этом они все. То есть они... хотят хорошо проводить каждый день, получать наслаждение, удовольствие, работа или отдых это, но тем не менее это вот в этом есть очень большой плюс. Вот это их тоже я изучаю немножко по этим вот традициям. А так они, вот как все обычные люди, они проводят время с семьей, выходной день, вот сегодня, например, они очень многие ходят, гуляют с семьями, либо сидят в кафешках. Я уже говорила, что в выходные дни они часто собираются, сидят в кафешках, не кошеварят дома. И для них семья – это прежде всего дети. Мы тоже дружим с соседями, которые внизу, у них маленькая девочка, и они испанцы коренные, да. И вот мы всегда уделяем внимание их малышке, или там собачка у них есть тоже. То есть какие-то мелочушки мы научились уже такое вот больше уделять, наверное, эмоциональному состоянию внутри себя, успокаиваться, вот такие. То есть, да, она вот моя, вот эта соседка, с которой я переписываюсь, она проводит время со своими детьми, то есть выбирает подарочки. Сейчас они вот этим вот поглощены, для них это важно. Для них важны вот эти семейные ценности, их как бы такие вот. Ну, при этом она врач, она доктор, она знает, что нужно организму, да. Она мне тоже всегда всякие такие словечки посылает, сердечки, что-то такое теплое, дружеское. Да, может быть, расположение местных жителей заслужить нужно, ну, не то, что заслужить, а получить нужно не сразу. Они не впускают сразу в свое пространство, в свой дом, в свои какие-то эти самые. Но постепенно, пасу а пасу мы научились вот понимать вот этот образ жизни. Наверное, потому что мы очень хотели, и нам нравится место, где мы живем, и мы готовы воспринимать вот эту традицию людей. А люди некоторые приезжают и готовы здесь просто, ну, я не знаю, получить что-то другое, наверное. Просто пережить здесь, или временно себя чувствуют, или просто получить что-то от этой страны, да, но не пытаться понять их традиции, их менталитет, а самое главное просто понять, наверное, то место, где вы живете, традицию, менталитет, или вот, ну, воспринимать это как часть культуры. То есть вот это их вот завтра, и не волнуйся, но при этом как-то тянуть, это не значит, что они, ну, безалаберны в своей работе, не значит, что они безответственны. Все равно работа выполняется, и выполняется даже по большей части в срок, но делается это, как бы вам сказать, меньшими такими эмоционально-психологическими затратами. То есть ты не вкладываешь туда всю свою такую вот прям
ну, как сказать, все вот эти нервные свои клетки не тратишь на это, а спокойно движешься к поставленной цели, выполняешь это в срок, ну, без всяких истерик, суеты, там, криков, ругательств и так далее. То есть вы просто прочувствуете это, и вам понравится так, в принципе, жить. Опять-таки в связи с этим, вот в связи с тем, что вот, ну вот испанцы тянут все, они не обязательные, у них все время все вот на расслабоне как-то, я дословно сейчас говорю. И вот они дорого берут за свой труд или еще что-то. Но это Евросоюз, вы понимаете, это Европа. Это, то есть вы никогда не пересчитываете, живя здесь, на валюту той страны, из которой вы приехали. Вот это тоже большая ошибка. Вы начинаете нервничать. Вот мой совет. Мы поначалу тоже так делали. Вот все, что не идешь в магазин, и сразу приписываешь свои какие-то цифры, умножаешь. Думаешь, господи, и не надо. Вот этого делать не надо, потому что вы изнервничаетесь, вам кажется, что это дорого, но на самом деле это нормально, потому что с уровнем зарплат, с уровнем, соответственно, и, ну, вот в Соединенных Штатах Америки, там, наверное, больше зарплаты, но больше и траты. То есть кто-то смотрит только на часть затрат. Ой, там большие зарплаты, надо рвануть туда. А на затраты не обращают внимания. А вы проверьте две составляющие. Зарплаты и затраты. То же самое здесь. То же самое в другой стране. Налоги. То же самое в другой стране, откуда вы приехали. Никогда не надо. Вы можете для себя параллель проводить. Но если в каждую циферку за выполненной работой вот этому рабочему пересчитать со своими нулями и говорить, как дорого он берет. Он берет столько, сколько он оправдывается жизнью в этой стране. То есть это нормальная цена по большей части, да, то есть надо жить, вот если живет человек в этой стране, надо и жить расценками этой страны, традициями этой страны, менталитетом этой страны, сохраняя свою культурную идентификацию, то есть свой культурный какой-то культурную составляющую, читать свою литературу, фильмы, книги, помнить свою историю, любить, может быть, свою страну, вот откуда мы приехали, но не пытаться менять, это как менять другого человека. То есть мне не нравится вот этот человек, я хочу его изменить. Это глупо, это бессмысленно, глупо, энергетически затратно. И это ни к чему не приведет, только к конфликту внутреннему и вот между людьми. Если жить в стране и просто принимать те традиции, наверное, да, эту культуру, и пытаться как-то это не изменить, а подстроить себя под это и понять, то, наверное, тогда будет уже и не будет внутреннего конфликта, не будет обиды на людей, и не будет конфликта между людьми, то есть такого. Вот так. Вот раньше по приезду мне, кстати, казалось, что они не клиентоориентированы. Ну, совсем недавно я даже говорила, когда мы с Алексеем пытались снять караван, автодом в аренду, да, мы туда позвонили, и нам работник говорит, ну, приезжайте, смотрите, а вообще выйдите на сайт и посмотрите все на сайте. То есть он не захотел как бы нам рассказывать. С одной стороны, может быть, это вот такое низкий сервис, да, то есть низкий уровень сервиса. Может быть, я вначале подумала. А потом Алексей говорит, ну, наверное, скорее всего, просто люди уважают себя, свое время. И вот если каждому, кто будет звонить, может быть, там много людей звонит, он будет постоянно говорить, у него тут действительно язык уже смылится. Поэтому для этого существуют, наверное, побочные какие-то такие медиа-структуры. Это сайт, это может быть Инстаграм и так далее. Ну, в конце концов, можно приехать посмотреть на месте. Потому что есть люди, которые реально хотят снять, а есть люди, которые просто поблаблакать по телефону, узнать. И вот ты ему, значит, рассказывай, как нам. Бывает, звоните, конечно, но хотят выяснить все, как вот это все работает, как солнечную плантацию построить, да все до мелочей, расскажи, скинь, посчитай. Ну, то есть обучиться хотят, да. Вот. Мы же это понимаем, поэтому мы умеем оценивать, кто действительно инвестор, кто хочет это приобрести, а кто просто хочет научиться бесплатно. Поэтому, ну, это бессмысленно, конечно. По телефону никто никого не учит, этому учатся, ну, многие годы. Поэтому просто люди умеют ценить свое время, наверное. Вот как вы думаете?
И это не то, чтобы они не клиентоориентированные, а они просто берегут свое время, не болтают просто так вот попусту зря, кто им звонит. Ну, и в разных моментах мне так кажется, что все-таки вот мы привыкли к большему такому, знаете, вот позвонила я куда-то, и мне начнут все рассказывать, передо мной начнут все вот это уговаривать меня, как-то создавать какую-то такую картину заманивающую, что я вот действительно хочу это приобрести, купить, и мне будут как-то по имени-отчеству со мной вежливо и так далее. То есть наш менталитет вот такой, нам нужно вот какие-то вот такие мулечки, фишечки. У них совсем по-другому, поэтому это просто надо, ну, просто к этому привыкнуть. Вот и Это все. фраза, как мне иногда звонят, говорят, почему я у вас должен купить? Здесь никто никого не уговаривает, на самом деле. Вот я тоже заметила, что вот если ты идешь в кемпинг, да, то есть тебе просто могут скинуть информацию или скажут, ну, посмотрите на сайте. То есть нет такого, что вот обязательно как-то начинают тебя заманивать. Ну, в целом, дорогие друзья, я хотела сказать, что вот эта испанская маньяна, это позволяет им не зацикливаться на каких-то моментах таких, на негативе на каком-то, на каких-то деталях, а двигаться дальше и получать удовольствие от жизни. То есть это помогает им защититься от стресса, от негатива какого-то, не вешать вот чужой. Они сопереживают чужим каким-то бедам, лишениям, проблемам, они могут помогать, они могут посочувствовать, они могут помочь учить язык, рассказать о своей культуре, им это очень нравится. Но вот они стараются не вешать на себя вот эти излишние стрессы, особенно по работе, потому что их ценность – это их хорошее состояние, их это жизнь, вот это вот не то, что без какое-то такое бесшабашное состояние, а просто вот такое спокойное, ценность семьи, ценность родителей, детей, каких-то семейных традиций, праздников здесь. Некоторые говорят, ну вот излишне, вот они праздники, у них фиесты все время. Ну, в этом же тоже ничего плохого такого нет. И, ну, праздники, праздники. Ну, это их культура, это их жизнь, поэтому они стараются вот минимизировать что-то такое, что может убивать их здоровье и радость жизни, и вгонять в депрессию в какую-то и так далее, потому что этого тоже хватает в любой стране, да. Ну, они больше вот зацикливаются именно на чем-то хорошем, мне так кажется. И более хорошее они стараются этим же и делиться с другими. То есть, когда смотрят, что вот они вроде как там беззаботно прыгают. На самом деле, конечно, у них тоже есть проблемы, у них есть какие-то задачи рабочие, у них есть что-то, но они умеют выходной день проводить как выходной день. Вот сейчас мы здесь ходим, здесь очень много бегают, много ходят, много занимаются спортом, велики и так далее. А потом они спустятся вниз туда на пляж и пойдут посидят в ресторанчике, в кафе, соберутся с кем-то, где-то, что-то. То есть они гуляют с собачками, с детьми. И в очень большом количестве. То есть горы, пешие прогулки, велики. В кемпинг мы сейчас вот заезжали на днях. Там в кемпинге уже люди. То есть они умеют просто отдыхать. И мы должны этому тоже у них учиться. Немножко не вешать на себя всю груз всех всяких своих каких-то там своих и чужих негативов. Чем мне нравится Испания? Уходишь в толстовке и через часик Уже в раздеваешься до футболках. футболок. Ну, то есть сейчас декабрь месяц, чтобы вы понимали. Ну вот, и я хочу сказать, что, ну вот, представьте, как-то страна-то это развивается, да, и даже без нашего участия. То есть мы приехали, ну, в принципе, основную мысль я хотела до вас такую донести. Ну и вообще, как бы, действительно, здесь есть музеи, здесь есть разные курорты. Вы видите, что строится недвижимость при участии тоже, конечно же, инвесторов из других стран, иностранцев, да, развивается какой-то бизнес, направление бизнеса, солнечные плантации и так далее. То есть все надо воспринимать именно через призму своих философских размышлений, что это культура другой страны, здесь живут люди, у них есть свой менталитет, и не пытаться, в общем-то, свои эти негативы перетаскивать из своей страны сюда. Вот то, что я, например, хотела сказать. Алексей, тебе есть что добавить? Да, многие говорят, что вот испанцы, они все медленно делают, плохо работают. Вот смотрите, в 2020 году Испания заявила, Испания заявила, что в ближайшие 4-5 лет до 2025 года полностью Испания покроет сеть зарядок для электротранспорта. Ну и вот посмотрите вокруг. 2024 год,
каждый торговый центр установлено по всей Испании, установлено уже 150 тысяч зарядных станций. Мы не видим нигде перекопанных дорог, каких-то там криков, экскаваторов, грязи какой-то. И они как грибы появляются, эти зарядки. Сейчас подъезжайте к любому торговому центру, целая куча зарядок. И Tesla суперчарджеры, и обычные стоят у каждого там Lidl, Меркадона и так далее, и так далее. То есть все работают, все происходит, все движется, и без всякого крика и нервов. Ну вот это я хотел добавить. Да, ну в целом, я думаю, вы поняли, дорогие друзья, мысль нашего сегодняшнего спича, да, если можно так сказать. Всегда рады почитать ваши комментарии, ваши впечатления. Кто-то живет здесь дольше, кто-то только приехал. Делитесь своими мыслями на эту тему. Что думаете вы, насколько вам это мешает вообще, вот, насколько вы не готовы это воспринимать, или готовы, или наоборот, вам кажется, все классно в этой теме. Мне лично вот очень все нравится. Есть какие-то моменты, которые меня поначалу удивляли, может быть, так как бы расстраивали, даже видео я записывала, но больше в такой, знаете, юмористическом тоне это были минусы, да, на самом деле. Вот. Но на самом деле нужно просто понимать, что мы сами выбираем место жительства, соответственно, сами должны узнать о культуре, о менталитете той страны, где мы живем, и не пытаться свой устав приносить в чужую страну, и уважать людей и нести свое только добро, наверное, и хорошее, позитивное, что-то доброе, в том числе, если инвестируйте, но с позитивом, с соблюдением налогов, с соблюдением правил, которые есть в этой стране. Ну, а если людей что-то не устраивает, то не надо поливать грязью, а можно, ну, сменить локацию в другое место. Жить там, где вас устраивает, где вам полностью соответствует всем вашим внутренним потребностям, критериям и так далее. А Испания, вот она такая. Мы, например, Испанию любим как природу, города, музеи, вот. И все остальные мелочи какие-то или минусики мы стараемся философски воспринимать просто. Не пытаться что-то переделать на свой лад или критиковать, или обливать грязью. Это вообще, по-моему, недостойное занятие. Ну а если сравнивать еще и климат, особенно зимний климат, представьте, 15 декабря, футболочки, на заднем плане море. Ну, ребята, тут можно простить Испании и Транкила, и Маньяна, и да, все на и свете. как-то научиться воспринимать это философски. Либо уж, если не пошло, многие люди просто уезжают. Ну, есть люди, вот, которые, кстати, их меньшинство, наверное, мы знаем единицы, которые просто уехали куда-то в другие страны или вернулись к себе на родину. Поэтому это вообще, ну, после надо. То есть делайте, как вам хорошо, но не делайте какой-то негатив в той стране, в которую вы переехали, временно или постоянно. Вот как-то так. Надо развивать все в лучшую сторону, в том числе и взаимоотношения между людьми, делать это на позитиве и беречь свое ментальное состояние, чтобы было хорошее настроение у всех. Ну вот, а мы вам дарим кусочек хорошей природы, погоды и всем удачи, добра, как обычно. Встретимся вновь на нашем канале. Чао. Всем пока-пока. Adios, amigos. А мы пошли наверх. Горушки.